Набираем цепочку из 7 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы вяжем 2 столбика. Далее по цепочке вяжем 4 столбика. В последнюю петлю мы провяжем 4 столбика. С противоположной стороны 4 столбика. И в последнюю петлю 2 столбика. Значит, первый ряд у нас 16 столбиков. Дальше второй ряд. Вяжем 2 прибавки подряд. Вторая прибавка. Затем 4 столбика. Дальше 4 прибавки подряд. Затем вяжем 4 столбика. И 2 прибавки подряд. Во втором ряду 32 столбика. Ой, простите, 24 столбика. Третий ряд. Столбик и прибавка повторяем 2 раза. Столбик и прибавка второй раз. Дальше вяжем 4 столбика. Дальше столбик и прибавка повторяем 4 раза. Дальше 4 столбика. И столбик и прибавка повторяем 2 раза. Вот в третьем ряду 32 столбика. Дальше продолжаем вязать прибавки, но теперь мы будем их менять местами. То мы вязали сначала столбики, потом прибавка. И вот мы будем ряды менять. Сначала будем прибавку, потом столбик делать в начале, чтобы наши прибавки, то есть вот эта вот часть, она у нас не сместилась как бы в сторону, да, у нас получается прибавки постепенно смещаются. Поэтому будем стараться их немножечко держать на одном уровне. Поэтому четвертый ряд у нас будет прибавка, а потом 2 столбика. Повторим 2 раза. Прибавка, 2 столбика. Раз. Прибавка, 2 столбика. Второй раз. Дальше вяжем 4 столбика. Дальше опять прибавка, 2 столбика. Повторим 4 раза. Дальше 4 столбика. И прибавка, 2 столбика, повторим 2 раза. Прибавка и 2 столбика. Итак, в четвертом ряду у нас 40 столбиков. Пятый ряд 3 столбика и прибавка. Теперь начинаем с одинарных столбиков. Раз, два, 3 столбика и прибавка. Повторим 2 раза. Дальше 4 столбика. Затем 3 столбика и прибавка повторяем 4 раза. Дальше 4 столбика.
затем 3 столбика и прибавка. Повторяем 2 раза. Итак, мы будем чередовать, меняя местами. Сначала в начале вязать прибавку, а потом столбики, потом в следующем ряду наоборот. Вяжем так, мы с вами продолжаем делать прибавки. Между прибавками у нас тут по 4 столбика, как вы заметили, да? Вяжем до 8 ряда. В 8 ряду у нас будет между прибавками 6 столбиков. Значит, последний 8 ряд с прибавками будет выглядеть так: прибавка и 6 столбиков. Начнется с прибавки. Ну, я, естественно, напишу тут. Вы можете дальше читать и вязать. Итак, провязали мы с вами овал. Такой вот небольшой овал получается. Теперь мы будем вязывать лапки. Для начала провяжем 3 столбика на этой детальке. Значит, 1, 2, 3. Значит, вот эта лицевая сторона у нас будет смотреть вниз, то есть это снизу. Берем ножку переднюю, берем, вот у нас наши соединительные столбики, вот видите, да, наши воздушные петли в длину. Вот они, наши соединительные столбики. Благодаря им ножка будет вот немножко сгибается сюда. Значит, нашли это все, и теперь складываем пополам вот так. Сложили пополам и с задней части, от задней части отсчитали 6 столбиков. Вот. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И начинаем с этого столбика ввязываться в этот круг 6 столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Привязали. Дальше будем называть это телом. Дальше по телу мы провяжем 15 столбиков. Затем берем заднюю ножку. Также складываем, вот она наша ножка, да, складываем ее вот так пополам. Наши тут прибавки. Вот находим вот первые 2 прибавки, вот вторые 2 прибавки. И вот беремся за вот один столбик, вот второй. За второй, ближе к серединке, беремся за него. И привязываемся к телу. Только посмотрите внимательно, чтобы они смотрели вперед. Вот. Туда смотрят ножки, сюда. И вяжем вместе с телом 10 столбиков. Ножку и тело вместе 10 столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. Вы поняли, да? Внутреннюю часть пока вяжем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Угу. Дальше по телу провяжем 5 столбиков. Будьте внимательны,
столбик, в который привязали ножку, чтобы туда повторно не вязаться. 2, 3, 4, 5. Дальше берем заднюю ножку, чтобы также смотрела вот куда и эта ножка внимательно. Также беремся за вот они прибавки, за прибавку столбик, который в серединке. Вот. И 10 столбиков у нас. Так, я сказала, а взялась неправильно. У меня же будут столбики немножко смотреть сюда, поэтому я должна отсчитать 10 столбиков. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Вот он, столбик. Чтобы ножка-то смотреть должна сюда, вперед. И привязываю 10 столбиками. 2, 3. Дальше по телу вяжем 15 столбиков. Затем берем ножку переднюю, также складываем пополам. И с задней стороны начинаем ввязывать. Привязываем 6 столбиками. И по телу у нас осталось 2 столбика. Провязываем до конца. Этот ряд мы не считаем, так как провязанные части у нас остаются внутри. Сейчас для наглядности я сейчас наполню ножки, чтобы было вам понятно, что получается. Ну вот, что у нас получается. Вот так вот выглядят задние лапки. Так выглядят передние. Пока так. Дальше. Дальше 10 ряд. Вяжем 3 столбика по телу. Шестнадцать столбиков у нас по ножке передней должно быть. Стягиваем, чтобы не было дырки. Первый столбик. Но дырка все равно есть. Значит, мы сделаем не так. Мы возьмем, чтобы не было дырочки. Вот этот вот первый вот столбик, он не первый, этот столбик провязан в тело. Мы беремся за него, за рабочую нить, а потом за первый столбик. И вместе эти столбики провяжем, тем самым мы дырочку убрали. Итак, это первый столбик. Итак, по ножке у нас должно быть 16 столбиков. Вот я провязала 15 столбиков, с этой стороны то же самое. Чтобы не было дырки, мы 16 столбик не довязываем до конца, захватили рабочую нить и ввели в столбик, который привязан к телу. Тем самым 16 столбиком мы приблизились поближе сюда к телу и не будет дырки. Дальше по телу вяжем 15 столбиков. Дальше по задней ножке у нас должно быть 21 столбик. Опять же, чтобы не было дырочки, беремся за тот столбик, который привязан к телу, нижний. Захватываем рабочую нить и первый столбик. Провязали и вяжем. Это первый столбик. Второй, третий. Тем самым опять же дырочки у нас тут нет. 21 столбик по ножке. Также и тут провязали 20 столбиков. И 21 мы вяжем так. Захватили рабочую нить и в тот столбик, который провязан к телу.
чтобы не было дырочки. Дальше по телу вяжем 5 столбиков. Следующая ножка точно так же беремся. Вон, за столбик провязанный, захватили, и первый столбик. И вяжем дальше до уголочка. Также здесь мы свяжем, уменьшим дырку. Также провязали 20 и 21 столбик мы свяжем вместе с провязанным. 15 столбиков у нас по телу. Также будьте внимательны, чтобы первый столбик нашли именно тот, который по телу. Дальше 16 столбиков по передней ножке. Уменьшили опять дырочку, первый столбик провязали. Ну и 16 столбик. Опять же захватили рабочую нить и в провязанный столбик мы присоединились. 16 столбик. По телу вяжем 2 столбика. Вот теперь в этом ряду у нас идет подсчет петель. Значит, получилось у нас 114 петель, столбиков. Следующий ряд. Два столбика вяжем. Провязали 2 столбика и вяжем убавку. Значит, один столбик у нас будет на теле, один на ножке. Убавка. Дальше мы провяжем 50 столбиков. Провязали 50, то есть мы дошли вот сзади. У нас остался один столбик на ножке. Вот, провязав 50, вот мы этот столбик и столбик на теле делаем убавку. Затем вяжем 3 столбика. И также делаем убавку. Один столбик на теле, один столбик на ножке. Дальше мы провяжем 50 столбиков. У нас должно быть, вот, дойдя до сюда. Провязали 50 столбиков. Опять же у нас на ножке остался один столбик. Беремся за этот столбик и на теле делаем убавку. И один столбик у нас остался. В этом ряду у нас 110 столбиков. Следующий ряд. Так, вяжем прибавку. Затем вяжем 51 столбик. Вот, опять мы дошли до задней части ног. У нас тут остался один столбик на ножке. Провязав 51 столбик, у нас остался один столбик на ножке, один на теле. Делаем убавку. Дальше мы вяжем 2 столбика. И убавку сделаем опять же на теле, на ножке. Оно, конечно, уже чем дальше, тем меньше будет заметно, что это на ножке. Но тут получается такой изгиб, его будет видно. Вот они, 2 столбика как бы сгибаются. Дальше мы вяжем 50
2 столбика. То есть доходим до передней изгиба. 52 столбика, вернее, мы тут провязали до конца ряда. Значит, в начале у нас в этом ряду не было убавок, убавки только сзади были. Следующий ряд 2 прибавки подряд над прибавками предыдущего ряда. 2 прибавки. В предыдущем ряду у нас была 1 прибавка, здесь 2 прибавки подряд. Дальше мы вяжем 51 столбик до сюда. Провязали 51 столбик. Далее делаем 2 убавки подряд. Тем самым у нас тут немножечко ножки сходятся. Расстояние между ножек сзади уменьшается. И довязываем до конца. Оставшиеся столбики должно быть 52. Следующий ряд. Столбики прибавка повторим 2 раза в начале. И провяжем по кругу до конца ряда, без изменений дальше. Итак, это у нас был 14 ряд, в нем у нас 111 столбиков получилось. Теперь с 15 по 22 ряд, то есть 8 рядов мы вяжем без изменений, 111 столбиков тут. Итак, вот что у нас на этом этапе получается. Вот такое вот дело. Дальше у нас пойдут ряды с убавками. Будьте внимательны, будет много убавок. Следующий ряд у нас 23. И чтобы не запутаться, вот смотрите, что просчитать, чтобы 8 рядов провязали, вы находите ряд, где у нас был ряд столбик и прибавка 2 раза. Вот этот ряд у нас был 14. И вот читайте 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ряда. Значит, 23 ряд столбики, убавка повторяем 2 раза. Убавка за передние стеночки петли. Столбики, убавка 2 раз. Дальше 7 столбиков, убавка, затем вяжем 6 столбиков, пять, 6, убавка. Дальше 15 столбиков провязываем. Дальше убавка и 6 столбиков повторим 2 раза. Затем убавка. Пять столбиков. Дальше убавка 6 столбиков повторяем 2 раза. Убавка 6 столбиков. Дальше вяжем убавку 15 столбиков. Дальше убавка, убавка 6 столбиков, убавка.
убавка. И 7 столбиков у нас должно быть до конца ряда. Довязываем. Следующий 24 ряд. Вяжем 10 столбиков. Дальше убавка 5 столбиков, убавка. Три. 4, 5. Убавка. Дальше вяжем 15 столбиков. Дальше убавка и 5 столбиков повторяем 2 раза. Дальше убавка 3 столбика. Три. Затем убавка 5 столбиков повторим 2 раза. Далее убавка и 15 столбиков. Далее убавка 5 столбиков, убавка. Раз, два, три, 4, 5, убавка. И 6 столбиков у нас до конца ряда. Четыре, 5, 6. Следующий ряд. Провязываем 32 столбика. Затем 4 столбика и убавка повторяем 2 раза. 4 столбика и убавка 2 раза. Затем 1 столбик, убавка 4 столбика, повторяем 2 раза. Раз и убавка 2, 3, 4. Второй раз. Далее убавка. Так, что-то я здесь, похоже, сделала неправильно. Сейчас пересмотрю и, может, тут придется перевязать. Так, все правильно. Я провязала все правильно, просто тут я немножечко не довязала 1 столбик. Опять же вяжем 32 столбика. Провязали 32 столбика. Вот смотрите, ориентируйтесь, вот убавка наша была в предыдущем ряду, когда провязали 32 столбика. Вот, также у вас должно быть всегда 32 столбика, а потом убавка начинается предыдущего ряда. Значит, в этом ряду мы делаем, вяжем так, убавка и 3 столбика повторяем 2 раза. Второй раз убавка. Раз, 2, 3. Далее вяжем 1 столбик. Затем убавка 3 столбика повторяем 2 раза. И убавка.
еще одна. Вот она убавка, тут последняя, вот мы ее захватили. И 28 столбиков довязываем до конца ряда. Следующий ряд опять вяжем 32 столбика. Дальше убавка 2 столбика, повторяем 4 раза. И провязываем еще одну убавку. И дальше 28 столбиков вяжем до конца ряда. Дальше вяжем опять 32 столбика. Далее делаем 6 убавок подряд. Дальше 29 столбиков у нас осталось, вяжем до конца ряда. Ну и еще один ряд вяжем 32 столбика. Провязали, теперь мы 7 столбиков свяжем вместе. Сделаем убавку из 7 столбиков. За передние стеночки петли собираем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь аккуратненько вот так. И провязываем 15 столбиков. Немного наполнила. Потом, когда будем наполнять, все вот эти вот складочки, где у нас были убавки, надо будет разравнивать, хорошо вбивая синтепон. Значит, смотрите, отсчитываем вот отсюда 15 столбиков с этой стороны. Только внимательно смотрите, тот столбик, которым мы сделали убавки, его не считайте, его не трогаем. Значит, отсчитываем 15 столбиков, ставим маркер, чтобы не потерять это место. Вот я нашла. Значит, теперь беремся за нашу рабочую нить и вводим сюда, где мы отметили это место, и провязываем, стягивая хорошо столбик. Вот, теперь мы будем вязать шею. Этот столбик, его, не знаю, будет вам хорошо видно или нет, но можно, знаете, что сделать? Не столбиком соединить вот эти два края. Убежала петля. А соединительным столбиком, потому что его потом будет очень сложно найти, этот столбик, чтобы в него провязывать. Поэтому давайте мы лучше сделаем соединительный столбик. И не будем мы эту петлю искать. Стянем. И теперь по кругу будем вязать шею. Итак, по кругу мы провязываем 30 столбиков. И провязываем так 3 ряда. Провязала 3 ряда, 30 столбиков. Провяжу еще один столбик, чтобы посерединке не было тут сильно низко. И соединительный столбик. Ниточку отрезаем, потому что у нас осталась ниточка для пришивания на голове. Теперь наполняем, пока есть место. Потом мы это сошьем, эту часть оставшуюся. Наполняем одинаково, чтобы внимательно смотрите, чтобы равномерно наполнилось тело, чтобы одно больше, другое меньше не получилось. Я привязала ниточку за средний столбик. Вот, и теперь буду сшивать, пока совсем плотно не, потому что не стянется. Пока есть возможность тянуть, я буду сшивать. Сейчас выведу наверх ниточку.
Вот и сшиваем столбик со столбиком за обе стеночки. Так, вот я наполнила. Значит, чуть-чуть косит в сторону. Мы синтепоном немножечко подравниваем, чтобы более или менее выровнять шейку, а то она чуть-чуть у нас уходит в сторону. Ну, как бы нам это не в минус. Может, голова будет как бы повернута в сторону. Если вы ее пришьете чуть-чуть в сторону, будет тигренок смотреть так в сторону. Значит, ниточка, которую я пришивала, осталась побольше. Я дойду сейчас где-то до серединки и начну немножко выгибать спинку сюда, чтобы она не была ровная. У них она как бы прогнутая. Вот. Сейчас будем этот момент делать. Естественно, эту ниточку зафиксировать надо, чтобы она отсюда не пошла стягиваться. То есть все, чтобы не стянуть. Пройдем сюда, снизу, под низом. Тут также зафиксирую. И будем зафиксировала. Значит, выводить будем ниточку, что здесь спереди заодно мы эти ножки чуть-чуть идут, ну как бы не будут раскоса, а в сторону, ну внутрь идут так. Значит, это тоже такая вот будет сложноватая работа. Если у кого длинная иголочка, вам будет попроще. А у меня короткая, мне придется на ощупь вывести наугад. Сначала сюда, потом я подкорректирую. Вот сюда вывожу прям к ножке. Вот. И зацеплюсь вот через столбик. Вот тут, наверное, выведу. И вот сюда приведу обратно. Сейчас я выведу сюда. Где у меня тут? Где-то здесь. Вот я притянула немного. Тут ушла. Прижалась. И ножка тоже поджалась. Дальше. Через столбик пройдусь сюда. Так. Неправильно прошлась. Видно ниточку. Сейчас обратно вынесу отсюда, чтобы ниточку не было видно. Снизу пропущу сюда. Через 2 столбика получается. И тут также и к другой ножке. Вот вывела здесь, ввела как бы к другой ножке. Так, вывела сюда. Теперь опять через 2 столбика проходим. Так, чтобы ниточка спряталась. Проверяем, тут вот ножки сошлись. Теперь к задним ножкам. Тоже вот где-то здесь вот, и здесь.